Отлично, подключаемся. И сегодня у нас будет важный эфир по поводу музыки, речи и мотивации. Так, музыка, речь и мотивация. Так, те, кто подключаются, пишите возраст ваших деток. Закрепляю сегодняшнюю тему. У нас, как всегда, сегодня с вами Инстаграм тут, YouTube, Facebook там. Значит, сегодня мы с вами будем разбираться с тем, почему каждому ребенку с момента рождения важно как минимум слышать музыку, как максимум музыкой заниматься. Что такое метод воспитания таланта? Потому что это часто вы спрашиваете в личке. И сегодня разберемся с тем, что это за метод такой волшебный, кто такой Шуничи Сузуки, почему этот метод популярен во всем мире много лет. И как вы можете помогать своему ребенку легче слышать, воспринимать через уши, легче обучаться в дальнейшем в школе, иметь хорошую концентрацию внимания, иметь идеальный слух, который потом помогает изучать легко иностранные языки. Все это играет огромную роль. И да, те, кто присоединяется, пишите возраст, отлично, хорошо. Все это играет огромную роль. Если мы правильно проводим детство, то дальше у ребенка появляется намного больше возможностей в дальнейшем. Поэтому те, кто пишет возраст, у нас сегодня также есть вопросы. И будут вопросы в YouTube и Facebook. Если есть какие-то вопросы по теме музыки, обязательно их задавайте. Итак, скажу, что ваши дети начинают развивать слух с момента рождения. Да? И когда ваш ребенок рождается, первые 1,5 года он впитывает разные звуки, привыкает к разным звукам разных языков, и уже в 3, 4, 5, 6 месяцев, то есть вот промежуток с 3 до 6, ребенок понимает и различает все звуки мира и определяется, какой звук является его родным языком, и начинает изучать язык. Именно поэтому, если вы не хотите, чтобы у ребенка были задержки в развитии речи, которые очень часто сегодня у детей современного мира по причине того, что родители делают ошибки, не развивают мануальные навыки, не тренируют мелкую моторику, не развивают слух, не разговаривают с ребенком, не читают с ребенком, не тренируют его на новые звукоподражания, не знают, что такое логарифмика. Из-за этого у многих детей задержка в развитии речи. К чему это приводит? Я думаю, все мы понимаем, что если у ребенка есть проблемы с развитием речи, такой ребенок сложнее адаптируется в коллективе, он приходит в садик, начинает что-то мычать, махать руками, его не понимают сверстники, он становится изгоем в играх. Такой ребенок, он себя более тяжело чувствует при адаптации в садике, потому что он даже воспитателю не может объяснить, что у него болит, кто его обидел, кто его толкнул, что его печалит и так далее. Поэтому задержки в развитии речи, к сожалению, имеют огромное количество последствий, как для социализации ребенка, так для его комфортной жизни, так и дальше для процесса обучения. Почему музыка играет такую огромную роль в процессе развития слуха? Да, мы помним все, что момент рождения ребенка, у него начинают очень быстро формироваться нейронные связи в голове. И мы это с вами проходим в рамках эфиров, которые касаются нейронных связей, которые касаются малышей. Я думаю, что те, кто был на предыдущих эфирах, ставьте плюсики, потому что мы с вами неоднократно разговариваем об этом. Это основа, это база, без которой дальше никуда. У ребенка вашего в момент рождения между нейронами формируются нейронные связи. В том числе такие же нейронные связи формируются, чтобы ребенок чисто слышал. Да, то есть вот этот слух, который мы с вами развиваем через музыку, через логарифмику, через определенные последовательности звуков и действий, они формируются на уровне нейронных связей в голове и потом уходят во взрослую жизнь уже как основа и база, на которую будет накладываться все последующее. Поэтому, когда мы с вами развиваем тонкий музыкальный слух, это значит, что ваш ребенок в дальнейшем будет слышать хорошо, воспринимать на слух разные интонации, да, и это поможет ему в дальнейшем изучать легче языки. Потому что, есть в языках разные языки, имеют свои интонации, имеют свои слова, имеют свою особенность, стилистику этого языка. И, соответственно, те, кто хорошо воспринимает через слух, вот эти все интонации хорошо ловят, те будут легче это все изучать. Соответственно, языки дают свободу изучения в любом направлении. Опять же, любая адаптация в чужой стране, например, да, если ты знаешь хотя бы какие-то базовые языки, то тебе намного проще это делать. И все дети лингвистические гении. То есть маленькие дети с момента рождения, они впитывают много разных языков. Если мы уже говорим, например, про языки, то мы понимаем, что ребенок с момента рождения, который слышит несколько языков, например, если это 2 языка, это билингв, если это несколько, 3-4 языка, это мультилингв. И такие дети, они тоже начинают параллельно с момента рождения изучать все эти разные языки. Но у билингвов могут быть задержки в развитии речи. То есть, грубо говоря, пока они разложат по полочкам, где
какой язык, проходит определенное время, поэтому если обычный ребенок, не билингв, он начинает говорить фразовой речью, предложениями в 1,5-2 года, то у билингва есть возможность сдвинуть этот период на полгода вперед. То есть билингвы могут говорить в 2-2,5 года. Но если ваш ребенок не билингв, не говорит в 2 года, это уже повод бить колокольчик, да, на тему того, что я что-то пропустила в раннем возрасте, и сейчас уже видна задержка в развитии речи. Если у билингва после 2,5 лет снова-таки нет фразовой речи, это тоже повод задуматься, что вы пропустили на первых этапах. Значит, что дают занятия музыкой? Развивают тонкий музыкальный слух, который помогает развивать свою речь. Такие дети будут лучше говорить, такие дети будут быстрее развивать свой словарный запас, особенно если вы читаете ребенку нормально. Такие дети будут легче играть на музыкальных инструментах. Почему важна музыка? Потому что она помогает простраивать последовательности. Да? Эти последовательности потом используются везде, даже в математике. То есть, когда мы с вами изучаем через музыку, да, как звучат звуки, громче, тише, быстрее, медленнее, вот эти все перепады, это помогает ребенку тренировать память. То есть, грубо говоря, он может тренировать память, изучая стихи, запоминая картинки, там, картинки Глена Домана те же, да, о которых мы часто говорим. Ребенок может запоминать движение, это танец, да, это вот тоже память через тело. Ребенок может запоминать музыкальные произведения. Вот когда ваш ребенок, например, играет на музыкальных инструментах, у меня дети занимаются по методу Сузуки с 2-летнего возраста, они повторяют определенную последовательность звуков, они ее запоминают и таким образом тренируют память. И те дети, у которых музыкальные инструменты были более 2-летнего возраста, то есть 2 года они занимались, у таких детей происходят изменения в структурах головного мозга, которые потом на всю жизнь сказываются позитивно на процессах обучения ребенка. То есть, грубо говоря, занимаясь музыкой, вы помогаете ребенку быстрее концентрироваться, легче запоминать, чище слышать. И это все потом дает такой позитивный формат в обучении. И даже если ваш ребенок, идя в школу, вы видите уже пролеты, да, не концентрируется, плохо учится, тяжело у него это заходит. Иногда дети очень стараются, например, там, ну, ребенок не двоечник визуально, там, учится на 4, там, кое-как, но при этом часто болеет, то есть срабатывает психосоматика. Мы, например, легче там заболеть и не пойти в школу, чем ходить в школу и напрягаться. То есть вот эти вот все моменты, да, они тоже в частности могут корректироваться. Если нет концентрации внимания у ребенка, это тоже частично корректируется музыкой. То есть мы с вами говорим, что если ребенок до 6 лет хорошо сформировал вот эту основу, да, в структурах мозга, о которых мы с вами постоянно говорим, то ребенку такому будет намного проще дальше учиться. То есть то, что мы с вами повторяем на младших курсах, на старших, я вам постоянно эту картинку показываю, потому что она очень важна в понимании того, что происходит с головой ребенка по мере взросления. Вот. И если ребенок плохо проходит, неэффективно проходит эти этапы, да, то дальше у него есть проблемы с процессом обучения, вообще познанием этого мира. Это идет тяжело, и, соответственно, ребенок тормозит в процессах обучения, и это влияет на все процессы. Вот. И если вы видите, что есть определенные проблемы в процессе обучения, то дальше вы можете какие-то направления корректировать музыкой. Музыка учит концентрировать внимание на выполнении задачи. То есть, смотрите, когда ребенок у вас играет на скрипке, например, да, он должен настолько четко концентрировать внимание на том, что он делает, что он потом эти же навыки переносит и на процесс обучения. Еще важная штука, когда ребенок у вас играет на каком-либо музыкальном инструменте, скрипка, он самый сложный. Я сейчас, кстати, тоже пробегусь в этом эфире по обзору музыкальных инструментов, какие из них, в каком возрасте, скажем так, можно начинать, да, и какие из них дают какой результат, потому что есть и фортепиано, есть и гитара, есть и барабаны, есть и скрипки, есть и флейты и так далее, поэтому это тоже сегодня пробежим. Значит, ребенок приучается к трудолюбию. Почему? Потому что он понимает, что для того, чтобы достичь результата, то есть выучить определенную песню, он должен стараться повторять, работать, и таким образом вы развиваете еще и усидчивать, скажем так, не усидчивать, а вот умение сфокусироваться на вот этой вот задаче, да, то есть и выполнить ее до конца. И, ну, как бы какое-то количество времени ребенок действительно концентрируется, он не бегает, не летает в разные стороны, он концентрируется на определенных задачах. То есть это потом будет помогать вам в дальнейшем в процессе обучения. Так, на танцы ходим, не можем быстро раздеться в садике, смотрит на других.
дома быстро не одевается, очень долго подталкивая. Но в зависимости от возраста, медлительность – это один из показателей того, что какие-то этапы развития мозга пройдены неэффективно. То есть, когда мы говорим с вами про побочки, да, там, допустим, если вы неэффективно проходили определенные этажи в развитии мозга, то у ребенка могут быть такие вещи, как не сконцентрированный, летает в облаках. Родители думают, что это какая-то особенность характера. Нет, это особенность недоработки тех этапов, которые проходит любой ребенок. Да? Может быть там капризность, чрезмерная какая-то импульсивность или там чрезмерная стеснительность, то есть вот такие вот поведенческие моменты. Может быть отсутствие концентрации на выполнение задачи. Схватил, побежал и ничего не может до конца довести. Но опять-таки, да, например, если это маленький ребенок совсем, там, годовасик, например, да, то это нормально, что он там на 2-3 минуты концентрируется и переходит дальше. Если это уже более взрослый ребенок, и он не концентрируется, для вас это конкретный сигнал. Вы пролетели какие-то из этапов развития мозга, да, и вы не доработали физически, не доработали сенсорно, не доработали вестибулярный аппарат, и у ребенка из-за этого есть проблемы в процессе обучения. Так, секундочку, пролетают вопросики. Мы сейчас в другой стране, и здесь ребенок 2 года ходит на раннее развитие музыкального слуха, уже поет песни. Отлично, это очень здорово. Вот, кстати, вот мы тоже, когда начинали занятия, в любой иностранной школе, вот, например, там в Англии, да, у них обязательно есть такая штука, как музыка, то есть music. В любых иностранных школах, если вы понаблюдаете, это является обязательным элементом нормального развития ребенка. То есть, ну, как бы музыка является неотъемлемой частью. И те родители, которые говорят, ну вот мы же не собираемся ребенка запускать по направлению профессионального музыканта. Нет, это не про профессионального музыканта. Вы можете выявить в процессе занятий музыкой с ребенком от 2 до 6, что оказывается у ребенка есть талант, да, и вот сильные стороны. Но это не обязательно вы должны его в этом направлении запускать. Это базовая вещь, которая, знаете, как базовые настройки для всех детей. И да, очень классные темы, вот эти вот там play and music и так далее, то есть они помогают ребенку слышать и вот простраивать вот это чувство ритма, чувство такта, которое потом закладывается во все последовательности, в речь, которую ребенок изучает, математика, то есть все-все-все. Як їх допрацювати до 3 роки. Дивіться, те, що ви маєте розуміти, немає ніяких інших методів, окрім руху. Є 3 направлення. Це вестибулярний апарат, це все, що пов'язано з балансом. Друге направлення – це у вас мануальні навички. І третє направлення – це у вас все, що пов'язано з рухом. Перехресні рухи – це все, що ми допрацьовуємо на практиці. Це те все, що робить весь світ, якби в цих школах по всьому світу, вони обов'язково допрацьовують це через рух. І навіть якщо ви не допрацювали і ви бачите ці проблеми, що робить далі людина? Кінезіологія розвитку, можете погуглити. Людина далі має все одно повернутися в дитинство і фізично допрацювати ці дії. Тобто нема іншої методики, тому що це природа. Природа продумала певний план на розвиток вашої дитини. І чи знаєте ви той план, чи не знаєте, це вже ваші проблеми. Чи ви вчилися, чи ви просто несвідомо підходите до виховання дитини. Але дитина не допрацьовує ці речі, якщо в неї недостатньо руху. Тому ці 3 направлення ми проходимо. І якщо ви не на практиці, ви можете приєднуватися, наприклад, якщо у вас немає змоги там їздити десь за кордон, вчитися в цих школах, ви завжди можете приєднуватися і до молодшого курсу проєкту, і до старшого, там всі ці вправи з різних школ по всьому світу є. Особливо мені дуже подобається австралійська школа, тому що вона дуже круто розвиває органи чуття. Зор, слух і все решта. Так, включаю класику і радіо, під радіо танцюють чудово. Ви можете включати і класичну музику, можете включати музику Сузуки. Це теж дуже важливі направлення, які теж дають дуже великий результат. Так, йдемо далі. Значит, музыка учит концентрироваться на выполнении задачи, развивает речь, она развивает способности к тому, чтобы ребенок в дальнейшем изучал иностранные языки, потому что языки, по сути, если ты чисто слышишь вот эти вот все интонации, ты будешь их учить легко. Скажу, например, по примеру своих детей, да, вот сейчас, находясь в Люксембурге, у нас 4 языка. В Люксембурге 3 официальных языка, это люксембургский, французский, немецкий, и английский знают полностью все, то есть все там люди, которые находятся в Люксембурге, они свободно тебе отвечают на английском языке, причем на очень хорошем уровне, это не то, что там на каком-то, на базовом. Вот, и поэтому вот эти 4 языка сейчас в ежедневной жизни находятся у моих детей. И обучение все на немецком языке, да, то есть они никогда не учили немецкий, на данный момент они уже учатся на немецком языке. То есть дети очень быстро хватают разные языки, они очень быстро их изучают при условии, что у них хорошо развит слух. То есть вот эти вот вещи помогают. У меня, например, 5 языков, да, это украинский, это русский, это французский, это английский и немножечко испанский. Испанский
итальянский учила давно, но тем не менее он тоже есть. Вот. И, соответственно, чем больше языков ты учишь, тем легче тебе учить следующий язык. И это помогает тебе адаптироваться в любой точке мира. Вот опять же, да, то, что сейчас происходит, когда из Украины пришлось вывести детей из-за войны, мы здесь тоже нормально, абсолютно свободно себя чувствуем, общаясь на этих языках. То есть языки дают тебе свободу. И для того, чтобы изучать языки хорошо и легко, нужно хорошо слышать. И у меня в детстве, на самом деле, было очень много музыки. То есть у меня папа самоучка, он играл на гитаре, на фортепиано все время. И благодаря тому, что я все время на слух это слышала, то, естественно, у меня этот процесс очень хорошо, скажем так, пошел в плане изучения языков. Поэтому, если вы хотите, чтобы дети знали языки, обязательно музыка добавляется как базовая такая настройка. Украинский не хочет. Все зависит от родителей. Вот вы знаете, когда я попала в Люксембург, я поняла, что разговор на разных языках это вообще не проблема, то есть люди переключаются моментально, тут ты говорил по-французски, тут ты уже отвечаешь по-английски. Вот этот вот микс языков и вообще мультинациональность Люксембурга, 160 разных языков и национальностей. Это просто такая крутая прокачка для мозгов. И ты начинаешь просто нормально относиться к тому, что люди говорят на разных языках, да, ты быстро переключаешься, и опять же, да, это не критично, будем с Ужиком говорить, это не критично. Когда началась война, я принципиально в какой-то момент вот, в семье только стала говорить на украинском языке. Первые 2 недели, вообще, в принципе, это мой родной язык, я на нем говорю нормально, но первые 2 недели от непривычки, так же, как и на английском, вот, да, или на французском, когда ты приезжаешь в это пространство, и ты начинаешь говорить, первые 2 недели у тебя получается где-то суржик, где-то еще, а потом ты просто вообще перестаешь переживать на тему суржика, вообще, и он у тебя начинает потихоньку вычищаться. То есть лучше говорить, да, чем не говорить. И чем больше языков знает ваш ребенок, тем больше у него возможностей, тем больше он образован. То есть языков должно быть много. И детям маленьким это вообще не проблема. И все исходит от вас. Очень часто, смотрите, вот когда я, например, говорила, у меня дети начинали говорить на 3 языках. Английский, потому что мы на тот момент жили в Англии. Украинский, естественно, это мой родной язык, и мы с детьми говорим на украинском языке с момента рождения. То есть они знают украинский хорошо. И русский, потому что тоже это язык второй, скажем так, который в Украине был, и очень много людей говорит на русском в том числе. Соответственно, дети начинали говорить на этих 3 языках. И это не критично, потому что суржик потом вычищается количеством прочитанных книг, музыкой, логаритмикой и всем остальным. То есть суржик это не страшно. Главное, чтобы вы его вычищали количеством вот новой лексики, которую вы даете ребенку. Да? И когда ребенок говорит, я, там, например, вот многие мамы говорят, я с ним говорю на английском языке, он говорит, мама, не говори. Первое, вы не должны заставлять ребенка говорить на каком-либо языке. Ни на английском, ни на французском, ни на украинском. Нет, вы не заставляете. Вы просто разговариваете на этом языке. Вы разговариваете в быту. Дай чашку, пошли кушать. Там, передай там мне кусок хлеба, да, там, или давай приготовим салат. То есть вы просто в быту, с жестами, с показыванием там чего-то, да, с visual aids это называется, визуальные подсказки, да, визуальная поддержка. Когда вы показываете рукой там, дай чашку, или там дай, да, или там поцелуй, да, меня, или обними, то есть вы руками показываете, ребенку понятно, вы таким образом учите его этому языку. И да, дети могут говорить, мама, не говори на английском, или мама, не говори на украинском, вы говорите, слушай, ты можешь выбирать любой язык, на котором ты хочешь мне ответить, я на тебя не давлю, это твои границы, но я к тебе тоже буду обращаться на том языке, на котором я хочу, да, и это тоже моя граница, поэтому, пожалуйста, не ломайтесь под прицелом детей, которые говорят, мама, не говори на английском, не хочу тебя слушать на этом языке. Отвечай на русском, да, отвечай на украинском, отвечай на французском, на любом отвечай. Но главное, что ты отвечаешь правильно, да, значит, ты понимаешь, и значит, ты уже учишь этот язык. И запомните, никогда никого нельзя заставлять говорить на каком-то языке. Вот сейчас очень популярная тема в Украине, говорите там на украинском, но ты обязательно должен знать украинский. Это наш родной язык, мы обязательно должны его знать. Но чем больше вот этого давления, да, тем больше у людей вокруг начинается, скажем так, отрицание. Конечно же, я, например, тоже за то, что я в семье говорю со своими детьми на украинском языке, да, но остальные языки я тоже использую свободно, переключаюсь между этими языками и учу детей, что много языков это хорошо. Поэтому не сдавайтесь, если ваш ребенок не хочет слышать какой-то определенный язык, не переживайте, если поначалу у вас суржик, практика, еще раз практика. Практика вычищает абсолютно все. Не комплексуйте по этому поводу, потому что, смотрите, вот, когда ты приезжаешь в Люксембург, тебя сразу записывают на курсы.
Хочешь французский, идешь на французский, хочешь немецкий, идешь на немецкий, хочешь люксембургский, идешь на люксембургский. Людей мотивирует развиваться. И если человек боится говорить на этом языке, он на нем никогда не заговорит. Поэтому вам в данной ситуации нужно просто начинать это делать. Так, купила вчера курс 6, отлично, это классный курс очень. Ребенку 10 месяцев, раньше не занималась, каких уроков начинаете, если какая-то обстоятельство учения будет. Да, конечно же есть. Есть модуль. Знаете что, напишите мне в личку, что умеет ребенок, потому что если ребенок, например, начал ползать в 6, то это одна история. Если он начал ползать в 8 месяцев, это другая история. То есть напишите еще в личку, если вы на курсе, у вас есть доступ ко мне через Viber. Скажите, какие умелки у ребенка, я просто скажу, с какого возраста начинать, потому что очень часто сегодня, да, вот есть проблема в том, что детям, образно, по паспорту 9 месяцев, а по факту развития 6 месяцев. И вот такие задержки сейчас, сплошь и рядом, да, родители не занимаются детьми в раннем возрасте, это приводит к определенным, скажем так, моментам. Поэтому первое, что нужно определить, на каком уровне развития сейчас ребенок. Так, идем дальше. Так. Полька, муж литовец, умеет русский язык, ребенку года месяц, хочу английский, добавить, как правильно преподнести ребенку. Значит, смотрите, если этот язык начинается у вас с момента рождения, то есть ребенок в ежедневной жизни слышит эту речь, тогда этот язык является вашим родным языком ребенка, и тогда вы добавляете его с момента рождения, но вы на нем разговариваете каждый день. Если это научение, то есть вы учите ребенка, то тогда вы ждете, пока ребенок освоит родной язык, и потом добавляете второй язык, да, то есть тут есть большая разница, или это научение, когда вы по отдельному слову учите, да, потому что вы сами не владеете этим языком, или это билингвизм, мультилингвизм, когда ребенок слышит этот язык в ежедневной жизни, или папа, или мама говорит на этом языке. Вот, то есть в зависимости от этого вы дальше действуете. Если это родной язык с рождения, то кто-то просто говорит на одном языке, кто-то на другом. Я говорила на 2 языках, мой муж говорил на одном языке. Итого у нас получилось 3 языка у детей. Соответственно, это просто в быту. Я, например, час говорю на английском, потом я там переключаюсь на украинский. Все. То есть и вот таким вот образом вы просто час вы хотите говорить, вы все говорите на английском, например. Но если это только научение, нету в ежедневной жизни этого языка, то лучше дайте устаканиться первому языку, а потом следующему. Так, реально дякую за таку пораду. Чоловік запитує доцю іспанською, а вона нервує, бо не хоче, щоб тато з нею говорив іспанською. Тобто треба не запитувати, а просто фразочки говорити. Ні, він може запитувати іспанською, він не має тиснути на неї, щоб вона відповідала іспанською. Він каже, слухай, це моя особистість, я хочу говорити на іспанській, я розмовляю іспанською, все. Тобто мене, немає особливо турбувати, там, чи хочеш ти, щоб я розмовляла так, чи так. Якщо дитина скаже, вдягни відро на голову, будете ви це робити? Ні, тому що це ваш кордон особистості. Але і її ви не маєте примушувати вдягати відро на голову. Тобто те саме з мовою. Ви розмовляєте тою мовою, яка вам зручна. І дитина розмовляє тою мовою, яка вам зручна. Але вона все одно вас чує і все запам'ятовує. Бо якщо тобі показують іспанською чашкою, і ти розумієш, що це чашка, тобто тут має бути така демократія, не тисніть на дитину. Але і самі не здавайтесь, будь ласка. Він має казати іспанською, якщо він так хоче. Как определить, на каком уровне ребенок? У вас, если вы в практике, у вас есть чек-листы, которые, по сути, вы можете по ним проверять. Вы можете написать мне, что вообще умеет ребенок, да, и для какого возраста. И дальше уже можно смотреть, что там нужно добавлять ребенку. Так, возвращаемся к музыке. Музыка развивает чувство ритма, чувство такта, то есть когда еще музыка идет с движениями, логаритмика, да, это тоже тема очень важная, потому что мы все помним, да, что мозг ребенка, тело ребенка развивается через что? Через движение и физический опыт. То есть, грубо говоря, когда ваш ребенок движется, когда он у вас танцует, повторяет какие-то действия, тогда ребенок быстрее, намного быстрее воспринимает все, что с ним происходит. То есть логаритмика – это самая крутая тема, как учить там слова новые, там какой-то добавлять новую лексику, да, там изучать новые какие-то движения, откоординировать движения. Поэтому логаритмику вы можете смело использовать. Можно включать музыку, танцевать с ребенком. Если даже ребенку год плюс, вы уже можете танцевать, да, там те же песенки head, shoulders, knees and toes и так далее. То есть вот ребенок, двигаясь, да, он начинает делать определенные действия, и он развивает координацию движений. Если это грудничок, то у вас тоже в программе младшего курса там есть много упражнений,
движений, в том числе танцы с ребенком, да, но чем меньше ребенок, тем плавнее движение, то есть если это малыш вообще кроха, то это там плавные такие плавающие движения, да, вот, если это уже более взрослый ребенок, там уже как бы начинаются другие движения, но вот эти вот похлопывания, например, ребенка, да, когда вы танцуете, чувство ритма, выстукивание, да, вот у вас очень много и в младшем курсе, у вас прямо в младшем курсе в дополнительных упражнениях есть отдельный модуль, как развивать зрение, чтобы ребенок четко видел и читал, потому что каждый ребенок здорово рожденный, он видит, у него есть и зрение, и слух, но зрение и слух одно другому рознь, да, потому что может быть хорошее там зрение, да, но при этом концентрация зрения не идет на там строчечки, которые читает ребенок, у ребенка перескакивают глаза с первой строки на вторую, на третью, ребенку сложно читать, а вы на него давите, давай, читай, учись, и ребенок ненавидит уже ваш процесс обучения, процесс чтения. Я неоднократно показывала, что мои дети читают очень много, вот такие книги заглатывают огромное количество, у дочки там целый том этих книжечек тоже, Джуди Муди, вот таких вот 15 книг, то есть они отдельными томами, как бы, вот, у Никитоса вот такие книги, то есть он очень много читает, это Гарри Поттер, ну, это самая тонкая книга Гарри Поттера, и причем они читают очень быстро, и они любят этот процесс, почему? Потому что у них не осложнен процесс чтения тем, что не концентрируется зрение. И то же самое со слухом. Можно слышать, сидеть в классе и слышать, например, как шепчутся одноклассники, там, как ерзает стул, какие-то звуки на улице. И при этом нет концентрации на том, что говорит учитель. А можно четко слышать, конкретно фокусировать слух на том, что тебе нужно. Поэтому вот эти вот игры, которые у вас там есть, если вы в практике, обязательно их добавляйте. Хотя бы 2-3 игры. У вас, например, есть в младшем и в старшем курсе упражнения на каждый день. И такая 7-дневная разбивка, да, с понедельника по воскресенье. И туда тоже я уже включила вот эти упражнения и по зрению, и по слуху. Но это обязательная штука, чтобы ребенок чисто слышал, чисто видел. Так, до речі, мала звикла вистукувати під мелодії, і вона, їдучи в машині, хлопає ручками або стукає. Оце дуже крута тема. Пам'ятаєте? Оце вистукування там we will rock you. Так? І дитина під певний темп, вона вистукує мелодії. Ігри, дивіться, коли дитина, наприклад, там вистукнули, вона повторила. Ви 2 рази, вона 2 рази. Ви там та-та-та-та-та, і дитина та-та-та-та-та. І чим старша дитина, тим складніші ці послідовності. Це дуже крута штука, вона дуже класно розвиває у дитини розуміння темпу. Мы играем ребенком на фортепиано, тоже поем, отлично, это вообще очень круто, если вы играете на музыкальном инструменте, это очень-очень хорошо, потому что это тоже дает ребенку развитие слуха. Обязательно надо с ребенком петь, если у вас плохой, например, слух, плохой голос, да, то вы можете ставить песенки, ну, есть мамы, которые говорят, а что делать, если у меня плохой слух, голос, я не научу ли я ребенка фальшивить, вот, и так далее. Так, читаю комментарии YouTube, Facebook, так, Україна рік і 2, маємо курс платі преміум, мабуть. Супер, тоді вам просто треба дійти, у вас є, до речі, в преміумі, є музика, є збірники нашої музики, якою ми користувалися, є збірники методу Сузукі, який я, наприклад, теж даю вам і прошу вас зранку 20 хвилин поставили, з вечора 20 хвилин. Це дуже важлива штука, бо метод Сузукі, він дуже круто розвиває слух. Зараз буду розповідати, що таке метод Сузукі. Танцюй, співай, грай, було в програмі, просто повторюю, але сама з ним часто відволікаю мультиками, знаю, що це зло. Ні, мультики не треба. Як відучити пульт несе рік і 2? Просто сховайте пульт і все, і вимкніть телевізор. Краще привчати дитину до аудіоказок і музики. Як відучити? Дуже просто. Ви просто забираєте фізично, ховаєте кудись і пояснюєте, що все, нема пульту. Не включається, не вмикається. Якщо дитина рік і 2, то це буде ще працювати. Начали ходить на занятия в коллективе с детками до 2-3 лет, идет физ-разминка под музыку, далее рисование, хорошо лето, не рано ли для социализации. Смотрите, социализация начинается у ребенка в 2,5-3 года. То есть раньше ему не нужна социализация, ему не нужны другие люди, потому что все, что нужно ребенку, это вы, ваши знания, ваша любовь и передача вот этих вот навыков через вашу взаимосвязь. Чем хороши такие группы? Мама выходит, общается, дает пользу ребенку, классно, здорово, полезно. Мама отдохнула, мама передает любовь ребенку, отдохнувшая счастливая мама, счастливый ребенок. В этом плане да. Если движение под музыку, классно. Если ребенка обездвиживают, не очень классно. То есть все, что вы даете интеллектуальное, должно быть с максимумом движения. Да? И пропорция должна быть 1 к 3, 1 к 5. Если ваш ребенок 10 минут посидел спокойно, то он у вас потом должен 30-50 минут двигаться. То есть если вы эту пропорцию держите, все отлично. Если не держите, то не очень.
Как правильно ребенка в года 2 научить к накрыванию себе столик перед едой? В года 2 вы только начинаете эти процессы. Сейчас покажу, как это происходит у ребенка в 2 года. Вот к 2 годам ребенок уже, по сути, все это делает самостоятельно. Но я покажу вам в Инстаграме. Я, к сожалению, не могу этого показать вам в Ютубе. В года 2 вы просто даете определенные задания. Вот там тебе салфеточка. Если там запачкался столик, вот вытирай столик. Если там, например, что-то еще там, налить водичку, наливай водичку. Вы тренируетесь в ванной наливать воду, чтобы ребенок скоординировал свои движения. Да? То есть вы просто передаете часть ответственности ребенку, даете ему в 6 месяцев ложку, в 10 месяцев ваш ребенок начинает кушать сам, уже после 10 месяцев, когда он уже напрактиковался руками управлять, ну там 2 года вы уже смело можете давать нож и вилку, да, нож даете сначала пластиковый с тупым краешком, чтобы ребенок научился у вас это делать. У меня дети даже раньше начали пользоваться этим, вот смотрите, 2 года она уже режет ножом даже острым, потому что я знаю, что она уже научилась им управлять, она не будет неадекватно там им махать, она четко знает, что такое острое, я показывала, что такое острое, кстати, опыт очень важная штука, даете острый предмет, говорите, смотри, острое, да, она там, например, пальчиком притрагивается к этому ножику, чувствует дискомфорт и понимает, что там очень нужно осторожно с этим делом. То же самое с кипятком, с горячим. То есть вот эти вот моменты очень важны. Дальше вы просто потихонечку переключаете на ребенка все больше и больше задач, которые ребенок выполняет. И потом уже в 2 года ваш ребенок с 10 месяцев кушает сам. В 1,5 года у ребенка проявляется желание одеваться самостоятельно, в 2 года он уже одевается сам. Да, и даже кофты через голову ребенок одевает сам. Уже в быту ребенок помогает вам. И если вы приучали ребенка до года к горшку, то ребенок уже в 2 года будет даже ночью без памперсов. То есть он уже уходит от памперсов. Мы, например, после 2 лет вообще уже не покупали детям памперсы, они уже самостоятельно ходили на горшок. Сейчас покажу видео. Года 9 дочки здесь слева и 3,9 сыну. Ну, сын, понятно, уже сам одевается самостоятельно. Дочка в году 9, видите, уже тоже сама может одеть трусики памперс. С момента 1,5 лет, когда ребенок начинает проявлять желание одеваться сам, уже вы памперс обычный меняете на трусики памперс, которые ребенок может сам непосредственно одеть и так далее. То есть вот эти вот моменты важны. Так, у вас в старшем курсе есть прямо отдельный модуль, который так и называется «Самостоятельность». И в этом модуле вы можете посмотреть все игры, все, что необходимо, чтобы ваш ребенок развивался самостоятельно. Впереди зима, с какого возраста можно ставить ребенка на коньки? Значит, смотрите, коньки это сложнее, чем ролики. Ролики начинаются в среднем около 2 лет, но коньки можно 2,5-3 года начинать, они сложнее. То есть сначала учимся на роликах, потом переходим на коньки. Из Азербайджана очень трудно понять ваш быстрый украинский. Да, я понимаю, что есть те, кто у нас по миру и не понимают украинский, но если мне задают вопрос на украинском, я буду отвечать на украинском. Вот, поэтому просто слушайте те ответы, которые на русском. И напомню, что те, кто находится на территории России, я периодически делаю чистки, я сразу же прошу вас отписываться, потому что мы не работаем с теми, кто находится на территории страны-террориста. Моя четкая позиция, я сама украинка, которая бежала из своей страны, из своей нормальной прекрасной жизни, из-за того, что Россия начала войну против Украины. Я вам это постоянно повторяю. Те, кто находится на территории России, вы не можете купить курс, вы не можете присоединиться, и желательно вам сразу отписаться, потому что за многие месяцы общения с теми, кто на территории этой страны, я поняла, что просто без толку с ними общаться. Поэтому, если это другие русскоговорящие люди, которые понимают реальную ситуацию по всему миру, то окей, вы можете здесь находиться и черпать пользу. Вот, но периодически будут ответы на украинском языке, если мне задают такой вопрос. По семейным обстоятельствам вынужден отдать сад сына с 1,5 года. Какие психологические минусы будут? Смотрите, какие психологические минусы. Ну, опять же, давайте так. Ребенок готов к социализации в 3 года. Раньше 3 лет, ну, опять же, да, может 2,5-3 года. 2,5 некоторые дети тоже могут быть. Какой критерий? Чтобы ваш ребенок готов был говорить, объяснять, пояснять, да, чтобы у него была нормально запущена речь, чтобы ребенок был самостоятелен, мог сам объяснить, чего ему не хватает, да, там, кто его обидел, кто толкнул, мог задружиться с детьми, общаться с этими детьми тоже, коммуницировать с ними. И, собственно говоря, психологически ребенок готов к отрыву от мамы, вот такому полноценному пойти в большой мир 2,5-3 года. Если это происходит раньше, то вы попадаете на период сенситивного периода восприятия порядка. Да? Это период, который длится у ребенка с момента рождения до 6-летнего возраста. В этом периоде что происходит? Ребенок привыкает к определенным последовательностям своей жизни. Да? Пространство, где я живу, где я сплю, где я ем, где я хожу в туалет. Вот это вот пространство, он к нему привыкает. При изменении пространства происходят определенные сложности. К графику жизни, когда я сплю, когда я ем, там, когда я там иду гулять, какие вот, ну, моменты. То есть
когда у ребенка есть график, он понимает, что с ним будет потом, для него это безопасность. Да? Если у ребенка нет вот этого понимания безопасности, то он себя чувствует некомфортно, он постоянно в тревоге, он будет себя чувствовать хуже, вести себя хуже и так далее. Значит, следующий момент, который важно понимать по поводу сенситивного периода восприятия порядка, он привыкает к людям, которые его окружают. И когда вы делаете какие-то либо изменения раньше этого возраста, вы должны быть готовы, что у ребенка может быть сложная адаптация к этому садику. Он может чаще плакать, у него может быть больше психологическая травма в связи с этим. И чем менее самостоятелен и развит физически, эмоционально и интеллектуально ваш ребенок, тем больше у него будет травма при походе в садик в таком раннем возрасте. Поэтому обязательно делайте упор на правильное физическое развитие, которое начинается с момента рождения, на правильное эмоциональное развитие, что ты чувствуешь, какие у тебя эмоции и так далее. То есть вот эти все моменты мы должны понимать. Так, давайте сейчас я добегу с вами по вопросу музыки, и потом мы вернемся с вами к вашим вопросам. Я вижу много вопросиков, мы попробуем успеть сегодня. По поводу эфира я стараюсь сохранять, но скажу сразу, только в эфире я могу гарантировать, что вы его посмотрите. Иногда скачки с интернетом просто его удаляют, поэтому извините, если не успели посмотреть, то может быть, что он будет удален. У нас уже было такое на прошлой неделе несколько раз, поэтому, к сожалению, не могу гарантировать. Я всегда стараюсь сохранить, но не от меня все зависит. Значит, так, значит, музыка помогает строить последовательности, помогает ребенку проще адаптироваться, собственно говоря, ко всему, что дальше происходит, и учиться. То есть это тоже влияет очень здорово на процесс обучения. Развивает способность слышать и воспринимать через слух, да, и, естественно, помогает ребенку легче двигаться и быть более скоординированным. Теперь кратко по поводу того, что такое метод Сузуки. Я рассказывала вам о том, что мои дети занимаются по методу воспитания таланта Сузуки с момента их 2-летнего возраста, дочка, и 4-летнего возраста сын. Это японская методика. Ее разработал японец, которому было 17 лет, и он начал подходить к вопросу изучения скрипки, игры на скрипке, и он задавался вопросом, каким образом я могу, собственно говоря, научиться в таком взрослом возрасте игре на скрипке. И он разработал специальную методику, которая игровая, которая включается для детей с маленького возраста. Вот, это концерты в Киеве, которые давали маленькие детки, очень много малышей-пупсиков. Значит, там очень классно разработанная схема того, как ребенок учится играть на скрипке. Это все идет через мотивацию со стороны родителей. То есть сначала я брала скрипку, хотя я никогда в жизни не играла на скрипке. На протяжении месяца я играла дома, я мотивировала детей. Вот. И после этого дети включались в эти процессы. На самом деле, на 3-й день игры на скрипке моей дома мои дети уже с руками отрывали у меня скрипку, но тут дальше должна была быть выдержана пауза, потому что ребенок должен накопить вот этот вот интерес, да, мотивацию. Метод воспитания таланта работает во всем, не только на скрипке, он работает абсолютно на всех действиях, которые вы делаете вместе с ребенком. Я по принципу метода воспитания таланта приучила детей ко всем видам спорта, на которых мы катаемся и чем мы увлекаемся. Я вам неоднократно показывала, у меня дети катаются и на лыжах, и на сноубордах, и на роликах, и на великах, и они ходят в поход, они ездят с нами на тренировки на скалодромы, они катаются на вейках, на коньках. В общем-то, нет никаких лимитов у вашего ребенка, что он может делать, потому что этот метод воспитания таланта, он работает на любую деятельность. Хотите приучить его к походам, к шитью крестиком, не вопрос. Хотите, чтобы ребенок круто занимался математикой, это тоже работает. То есть сам подход метода воспитания таланта базируется на вашей собственной мотивации ребенка, на личном примере и на том, что ребенок маленький, например, от года до 3, у него вообще есть такая тема, как повторение за родителями. То есть он старается с точки зрения психологии адаптироваться под вас и повторять за вами все, что вы делаете. И если вы правильно научитесь этим пользоваться, то вы фактически можете ребенка приучить вообще ко всему. И такой ребенок будет смелый, уверенный, такой ребенок будет действительно легко потом адаптироваться к любой новой деятельности. И куда бы ни приходили, например, мои дети на занятия, они абсолютно быстро, абсолютно легко к этим всем процессам приспосабливаются, и очень быстро у них это все получается. В чем фишка с музыкальными инструментами и почему скрипка? Потому что скрипка – это такой музыкальный инструмент, он самый сложный на самом деле из всех музыкальных инструментов, которыми можно заниматься. Но фактически скрипка развивает тонкий музыкальный слух. Благодаря скрипке дети слышат очень тонко, да? То есть они воспринимают малейшие интонации звуков. Опять же, напомню, что это помогает в изучении иностранных языков. Это очень классная игровая методика. Фишка в том, что просто традиционной музыкальной школой не рекомендовано заниматься раньше 6 либо 7 лет. Обычная традиционная школа чаще всего просто убивает эти музыкальные таланты, потому что это скучно,
это нудно, это как-то без какого-то фана, а ребенок вообще, ну, с точки зрения вообще того, как он развивается, он все воспринимает через игру. Если вы играете с ребенком, если это весело, классно, ярко, то ребенок всегда будет в эти все процессы включаться. Если это нудно, скучно, заставляют, нету в этом никакого движения физического, помните, да, что через движение ребенок учится, тогда ребенок просто это будет все отталкивать, отрицать, и это причина, по которой многие родители не могут заставить ребенка сесть за стол, учить уроки, писать прописи. По этой причине многие дети просто убегают от этих всех процессов, и вы не можете понять, что с ними не так. Вот. А метод Сузуки, он, по сути, дает возможность шаг за шагом двигаться в правильном направлении и развивать слух, развивать возможности ребенка, координацию движений, да, когда он у вас играет на скрипке, то у вас одна рука у него стоит неподвижно, а другая рука начинает играть смычком. Одна рука играет пальцами, да, другая рука. То есть это задействует огромное количество нейронных связей, межполушарное взаимодействие. И те, кто у нас на практике старшего курса, я надеюсь, что вы все нашли упражнения на бимануальные навыки. То есть это работа двумя руками. Ну, простой пример бимануальных навыков – это еда ножом и вилкой, да. Просто чтобы вы понимали, о чем идет речь, потому что левая рука делает одно действие, правая рука делает другое действие. В этот момент у ребенка тут просто целые космические связи формируются в голове, и это очень полезно. Поэтому у вас там тоже есть очень много игр на бимануальные навыки, и в том числе еда ложкой и вилкой, она тоже является бимануальным навыком, точно так же, как и скрипка, барабаны и любые другие направления. И ну, тут опять же все зависит от того, какие предпочтения у вашего ребенка. Дети, например, если они очень активные, очень движовые, да, пацаны обычно, да, что им нужно? Они двигаются, они не могут сидеть на месте, у них чаще всего проблема с концентрацией внимания, потому что, ну, родители не понимают, что у мальчиков, особенно подвижных мальчиков, и у девочек подвижных, да, им в первую очередь нужно скидывать вот эту энергию физическую, только потом уже будет что-то интеллектуальное. Очень часто родители пытаются усадить, заставить на прописи, на что-то спокойное, и таким образом ребенок просто не выкидывает это все. Соответственно, мальчишки — это барабаны, могут быть барабаны, потому что это постучать, полупить, да. У барабанов просто сумасшедшая координация движений. Если вы видели, как играют барабанщики, то вы поймете, о чем речь. Левая рука стучит свою мелодию, правая рука какую-то свою мелодию, левая нога третью какую-то тему ведет, и правая нога четвертую. То есть все 4 конечности выдают какую-то свою историю, да, и при этом происходит сумасшедшая координация вот этих вот полушарий, создаются вот эти вот нейронные связи в голове, и происходят очень классные процессы, которые помогают ребенку, опять же, выстраивать последовательности, развивать речь, развивать слух, координация движений, концентрация внимания. То есть барабаны можно, в принципе, приблизительно с 3-4 лет, ну, опять же, это зависит от того, насколько развит ваш ребенок, потому что некоторые дети ни в 3, ни в 4 года, они как бы не включаются в эти процессы, они не могут сфокусироваться ни на чем, ну, например, если там вы не проходили этапы развития мозга, если вы не занимались ребенком физически, если плохо развит баланс и так далее. Дальше, значит, есть еще такая тема, как фортепиано. Фортепиано тоже хорошая штука, фортепиано тоже можно заниматься, но в некоторых точках есть, ну, например, в Украине уже начинают делать фортепиано адаптированное, игровое, да, когда ребенок, в принципе, играет так же, как и со скрипкой. Что такое играет со скрипкой? Когда, например, у вас ребенок играет по методу Сузуки, вот он у вас учится играть по методу Сузуки, то дети, сейчас концерт вам покажу по поводу фортепиано, то дети, они даже не замечают, что они учатся. Например, ставишь смычок, на него сверху садишь игрушечку и двигаешь смычок вверх и вниз, чтобы игрушка не упала. Да? И о чем это? Это о том, что ребенок же отрабатывает то действие, которое он потом будет рукой двигать по скрипке этим смычком. Но он сам не понимает, что он сейчас не просто там игрушку там катает вверх-вниз на лифтике, да, а он отрабатывает важнейшее координационное движение для дальнейшей игры на фортепиано. Можно, не на фортепиано, на скрипке, извините. Можно также добавлять фортепиано. Вот просто вам покажу, как Никита подбирает на слух. Никита не учится играть на фортепиано. Он на слух подбирает мелодии, потому что у него чисто развитый слух из-за скрипки. Из-за вот этого метода Сузуки он слышит, идет, подбирает любые мелодии, точно так же, как и Николь. Да? И это дает тоже возможность слышать чисто. То есть вот это вот все про ритмы.
Фортепиано тоже может быть методом обучения, также по методу Сузуки. В некоторых школах уже он адаптированный. Третье направление это, ну, скрипка, мы сказали, да, на скрипке мои дети начинали играть в 2 года, когда Никольке было 2 года, Никита в 4 года начинал, и они очень быстро изучали все эти мелодии. Есть специальные книги в методе Сузуки, которые они поэтапно проходят, с самой простой до самой сложной. Родители начинают играть, самые простые мелодии, я там тоже могу играть там 2-3 мелодии, хотя никогда ранее не играла на скрипке, вот, и дальше дети уже проходят по своим программам, сейчас тоже покажу вам, что они... Это уже концерты у нас в Люксембурге. Вот, то есть дальше следующее направление, это у вас может быть гитара. Гитара это тоже еще один вариант обучения ребенка игре на музыкальных инструментах. И есть такие маленькие гитарки, укулеле, как называются. Но не могу сказать, что там это супер классная идея совсем для маленьких детей, то есть это уже может быть, приближаясь ближе там, к 6 годам, это могут быть гитары. Вот, но тем не менее, это тоже один из вариантов, как ребенок может учиться, да, играть на музыкальных инструментах. И есть еще такая штука, как флейта. Флейта важна для тех детей, у которых есть проблемы с дыханием и проблемы с речью, потому что флейта учит дышать, выдыхать, вдыхать, да, развивать свою грудную клетку, дыхание. И если, например, у ребенка есть проблемы с дыханием, например, там в ночном сне, да, когда ребенок дышит не носиком, а ротиком, то тоже вот это вот все помогает. И вот, ну, как бы те дети, у которых есть уже задержки в развитии речи, им рекомендовано все-таки заниматься игрой на флейте. То есть это такие вот основные направления по методу воспитания таланта по Сузуки, и вы обязательно можете включаться в эти процессы. Есть специальные сертифицированные учителя. Для того, чтобы преподавать метод Сузуки, вот тут очень важно, потому что очень многие учителя музыки, да, они уже поняли, что эта тема там популярная, и они пытаются сделать такую штуку. Они пытаются сказать, что они преподают по методу Сузуки, но на самом деле это не метод Сузуки, потому что для того, чтобы стать сертифицированным учителем Сузуки, ты должен обучаться в международной Сузуки программе Сузуки по всему миру есть. Есть у нас также вступительный курс по поводу метода Сузуки от украинского учителя Натальи Коптенковой, которая тоже внедрила эту всю систему в Украине. Вы тоже можете присоединиться. Там же есть сайты, на которых можно проверить, есть ли учителя Сузуки по, ну, в вашем городе. На самом деле этих учителей много. Но если вы хотите стать учителем по методу Сузуки, то, опять же, нужно этому обучаться. Да? И это не 1 месяц обучения, это довольно дорогостоящее обучение, которое, например, наши учителя проходили за границей, они специально ездили, там очень много нюансов по каждой книге, там целая философия этого течения, но это настолько круто, настолько увлекательно, что, ну вот я повторяю постоянно, да, что одно из самых важных направлений, которые мы дали нашим детям, в частности, да, это нейрофизиология, это вот эти вот программы физического действия, которые я даю вам в практике младшего курса и старшего, и благодаря этим программам у меня очень развитые дети, и это не только мои дети, это все дети, да, проходящие это все, потому что это по всему миру существует более 35 лет, это школы мировые, которые были программы эти разработаны специалистами, нейрофизиологами, психологами, логопедами, да, то есть все люди, которые понимают, что если мы этого не делаем в раннем возрасте, потом мы разруливаем проблемы в старшем возрасте. Так вот, для того, чтобы эти проблемы не разруливать, оно внедряется на самом раннем этапе, когда дети совсем маленькие. Это то, что мне часто говорят, что это должно быть выдано как инструкция с ребенком, да, в роддоме. Это правда на самом деле, это самый идеальный вариант, если мы не пропускаем эти этапы и не имеем каких-то потом задержек в развитии. Вот. Но, опять же, музыка это второе направление, за которое я благодарна там, нашему учителю Наталье Коптенковой, потому что благодаря этому дети легко учатся, они круто развиты с точки зрения музыки, у них все это здорово воспринимается через уши, и опять же, это все дети. Так, сейчас смотрю ваши вопросы, которые я не досмотрела, попробую быстренько на них ответить. Як выбрати инструмент для дитини правильно? Значит, вообще, глобально говоря, вы должны анализировать то, что нравится ребенку. Начните с того, что вы просто ставите в YouTube, как звучит какой инструмент. Да? У вас в старшем курсе вообще есть даже презентации по музыкальным инструментам, там есть очень много тем по поводу музыки в том числе. Вот, но начните как минимум с базы, да? Там флейта, фортепиано, скрипка, барабаны, гитара, да, и поставьте ребенку, как все это звучит. Сходите на концерты. Например, мы ходим на концерты музыкальные, да, мы ходим на концерты, которые устраивают учителя Сузуки. Еще одна важная тема, когда ребенок выступает.
Когда ребенок у вас учится игре на фортепиано, да, он у вас учится играть и учится самопрезентации. И мы все знаем, что самопрезентация, умение донести свою мысль, умение не бояться аудитории, это очень важное умение для любого человека. Даже в коммуникации муж-жена это очень важный навык, который крайне важен любому человеку. Чтобы договориться со своим мужем или со своей женой, да, ты должен уметь коммуницировать, презентовать свою мысль, доносить то, что ты хочешь. Вот. И то, что важно понимать, что детей тоже нужно обучать самопрезентации. Вот метод Сузуки, он учит круто самопрезентовать себя, не бояться сцены, не бояться того, что ты там, например, выходишь, играешь какие-то номера. В рамках метода Сузуки постоянные концерты. То есть мы даем концерты с детьми. Мы в Люксембурге уже, наверное, штук 5 концертов дали. У меня дети могут там играть на каких-то мероприятиях. Там, сейчас, когда началась война, мы постоянно участвуем в митингах в поддержку Украины. Мы постоянно на этих движухах, периодически на митингах дети тоже могут что-то играть. Вот, например, в Испании, когда мы ездили к нашим друзьям, тоже мы выступали на митинге, детки выступали на скрипке, и они не боятся аудитории, они не боятся сцены, и это важный момент, который дает им потом доносить свою мысль. У них нету страха, они не сковываются, их там не парализует от того, что я должен что-то прийти, рассказать или показать какие-то свои навыки или умения другим людям. И это очень классный навык, он очень важен. Вот, то есть покажите музыкальные инструменты, как они звучат, сходите на концерт, сходите там, например, если видите, например, где-то кто-то на улице играет, мы всегда останавливаемся, мы слушаем, да, мы можем слушать музыку. У меня дома, вот, например, в Украине постоянно, нон-стоп у меня музыка, я все время танцую, жарю котлеты, я танцую, у меня дети привыкли, что мы все время танцуем, мы можем ставить музыку, танцевать, да, то есть вот постоянное такое погружение в музыку важно. И очень важный момент классика. Классика это такой must-have. Классика это очень высокий уровень сложности музыки. Если ваш ребенок умеет слышать классику, то он у вас, и обычную там попсу может воспринимать. Но если он у вас никогда не слушал классику, то все остальное ему будет намного сложнее воспринимать. Поэтому классику мы добавляем обязательно детям в ежедневную жизнь. Я бы сказала, отдельным модулем идет метод Сузуки, и отдельным методом идет вот прям там Моцарт и все остальные. То есть вот это вот все тоже играет огромную роль. Так. Тоже поставлю. Значит, я боюсь, когда она переворачивается через голову. Кувырок, что ли? Когда ребенок переворачивается через голову, вам просто нужно ребенка научить правильно группироваться. Потому что если вы не научили ребенка правильно группироваться, то он у вас все равно пойдет куда-то дальше, там, в большую жизнь, да, в садик, например. И если нет вот этого навыка группировки, когда ребенок прячет головку и поднимает плечики на моменте какой-то опасности, то это вообще, скажем так, о небезопасности вашего ребенка. То есть кувыркаться нужно обязательно учить ребенка в маленьком возрасте. И, это такой важный элемент. Я, например, своих детей приучаю к этому и приучала в детстве. И вот даже сторисом какие-то показывала, по-моему, даже на море мы с детьми кувыркались. И вот эти вот все тренировки, они развивают вестибулярку очень круто. В старшем курсе проекта 1,5 года плюс вы начинаете эти тренировки. Поэтому просто смотрите инструкцию и занимайтесь. Так, театр. Да, кстати, да, театральное мастерство – это очень важная тема. У меня в Киеве дети еще ходили на театральное мастерство до войны. Тоже умение донести свою мысль, рассказать перед другими, сказать свое мнение и так далее. Сайт, где можно посмотреть, если в Казахстане. У вас на практике, если вы присоединяетесь к практическому курсу по методу Сузуки, вы вступление прослушиваете, смотрите, каким образом это все происходит, учитесь, и там же у вас есть сайт. В шапке профиля есть ссылка на сайт со всеми курсами, можете написать в личку. Я сегодня в сторисах тоже подключу ссылку на вот этот курс, который можете пройти по методу Сузуки. Как насчет гармошки? Дыхание тоже как вариант, но опять же это не является полноценным таким, скажем так, это больше поиграться, но тем не менее тоже штука полезная. То есть если есть ребенок маленький, если он собирается, готов на ней играть, окей. Но это не может быть полноценным музыкальным инструментом, да, как те, которые мы перечислили. Ці дивуються, що в мене немає страху перед публіки виступу. Супер. Прикол в тому, що я за садочку співаю регулярно на сцені. Це правда, що музика чоловікам на сцені практика забирає страх виступу? Це абсолютно правильно. Ви бачите, що коли ви звикаєте до того, що ви щось доносите людям, співаєте або танцюєте, ви просто звикаєте до того, що це нормально. Це нормально не боятися аудиторії, це нормально з нею спілкуватися, нормально там доносити свою думку. А все це, в принципі, теж така корисна річ, так що так, дітям треба давати можливість виступати. Классику не хочет слушать, только попсу любит 2-3 года. Вот, понимаете, классику не хочет слушать только попсу. Ваш ребенок еще не знает, что он любит и что он не любит. Ваши дети и в поведении, так что возле меня летать начало, ваши дети и в поведении,
и в действиях, которые они делают, и в предпочтениях. Они просто зеркалят вас. Если вы не любите классику, если вы не вдохновляете ребенка, если вы не кайфуете, не танцуете как балерина под эту классику, в прикол, да, там не балуетесь с ребенком, то он вас тоже не будет любить классику. Если вы говорите, так, мама слушает классику, все разбежались, вот я послушаю классику, потом будете слушать, что хотите. То есть вы поставили свою песню, а потом говорите, хорошо, теперь ты ставь свою песню. Это, знаете, как мне сын запрещает говорить на английском. Ну окей, а где ваша граница вашего поведения? Ну это ваша личность, вы хотите классику, вы слушаете классику. Почему кто-то вообще вам диктует, что делать и что не делать? Вот точно то же самое, если вы слушаете только попсу, ну окей, сейчас твоя песня, потом моя песня. Это не значит, что я не слушаю радио. Я тоже могу слушать радио. Но я говорю, что у меня в рационе слушания ребенка есть обязательно классика. И они понимают разницу. Вот если поставить какую-то ерунду, да, там Моргенштейна или Штерна, не знаю, как его там. Мне сын пришел, говорит, слушай, а что это такое? Я говорю, давай послушаем. Да, ты хочешь послушать? Давай, ты должен на своем опыте понять, что это. Вот, я говорю, ну, проанализируй с точки зрения слов, которые говорит. Окей? Он такой, да нет, как-то вообще не окей. С точки зрения музыки, говорит, примитивная, 2 ноты, тыц, ни о чем. То есть вы не должны навязывать ребенку, вы должны помогать ему анализировать, вы должны давать попробовать. Это же не то, что вы там ограничили его, закрыли и сказали, нельзя тебе ничего, кроме классики. Нет. Логическое мышление. Мы не воспитываем попугаев, которые должны повторять. Мы воспитываем людей с критическим мышлением, с умением проанализировать, почувствовать. А для этого у тебя должен быть опыт. Люди, которые не слушают классику, они в жизни не понимают, не могут понять глубину этой музыки. Это знаете, вот как, ну, например, это человек, который знает 100 слов, а тот, кто слушает классику, он знает 10 тысяч слов. Да? Естественно, тот, который знает только 100 слов, он в принципе не может понять вот эти 10 тысяч слов, которые в классике. То есть это об уровне и глубине образования человека и в направлении музыки, и в направлении, когда вы читаете, да, какие книги вы читали, какие книги читали ваши дети, или это 100 слов, или это 10 тысяч слов. То есть вот эти вот вещи важны. Ручная гармошка вот такая, да, которая, ну, руки чуть-чуть покоординировали, но сказать, что это полноценный музыкальный инструмент, так опять-таки не могу. Ми коли їздимо в машині, папа молодиця, то по черзі включаємо кожну свою пісню, мама просто як пісні модернові, папа рокель нулю. Так, ви можете чередувати ці пісні, це нормально, якщо, наприклад, хтось хоче одне, хтось хоче друге. Ну, тобто це компроміс, це домовленості між собою. Так, Так, смотрю вопрос. Елена, добрый день, живу в Германии. К сожалению, плохо понимаю русский и украинский. Можно ролик про развитие от года до 6 по немецкому языке? Буду очень благодарна, вы быстро разговариваете. Смотрите, я вам уже отвечала по поводу немецкого. Я, к сожалению, немецкий еще не выучила. Поэтому на немецком языке ни ролика, ни курса не будет. И в ближайшее время, вот сейчас у нас идет работа над записью украинского курса. Мы уже перевели на украинский язык все презентации проекта, потому что до войны он был только на русском языке. У нас клиенты по всему миру, да, и, те люди, которые выходили из Советского Союза, да, понятное дело, что они знали русский язык, и до войны у нас был только русскоязычный вариант. Сейчас работаем над украиноязычным вариантом, и будет еще англоязычный вариант. Может быть, потом когда-то сделаю на французском языке, но немецкий, к сожалению, я не знаю на таком уровне, поэтому немецкого в планах нет. Моїй доці 2 роки 9 місяців, і все подобається малювати, співати, грати в футбол, в ракетки, танцювати, просто сама собі гратися, плигати. Але якщо щось почне мовчати, якусь букву, цифру не хоче, як зрозуміти, який в неї талант, і чи варто настоювати на навчанні. Це не про талант, любі мої. Це абсолютно не про талант. Немає дитини, в якій є талант вчити букви, а в якої нема таланту вчити букви. Там є декілька, до речі, в старшому курсі у вас теж є обзор талантів дітей, є окремий курс 10 типів мислення, там конкретно, де закопаний талант в голові вашої дитини, але в 2 і 9 років це ще мала дитина, після 3 років ви почнете вже розуміти, які сильні сторони в дитини після 3 років. Другий момент, якщо вона любить, наприклад, малювати, співати, танцювати, супер, всі ці напрямки мають бути розвинені. Якщо вона не хоче вчити букви, значить ви якимось неправильним чином вчите з неї букви. Так, в Інстаграмі закінчиться ефір через декілька хвилин, я зараз відповім на декілька питань Інстаграму, закінчимо Інстаграм і повернусь до Фейсбуку. Так. Угу. Музику Сузуки слухаю, от коли включаю дитині пісні чи попсу і починаю співати, то це починає закривати мені рот, щоб я не співала. Ну, тільки відійдіть на метр, скажіть, це мій кордон, не можна мамі рот закривати або маму бити. Займатися
теж закриваємо. Ні, ну, дивіться, сину 2,6, ви просто даєте йому зрозуміти, що так не можна робити. Це мій кордон, моє тіло, моє рішення, я хочу робити, я роблю. Так? Я тебе не примушую, але і мене ти, будь ласка, не примушуй. Тобто вчіться себе поважати, бо ви є прикладом того, як ваша дитина буде повторювати за вами. Сколько минут раз в день ставить музыку Сузуки? 20 минут утром, 20 минут вечером. У вас есть набор музыки, он длится 20 минут. Вот как раз 20 минут утром и вечером этого достаточно именно для Сузуки. Для того, чтобы ребенок чисто воспринимал и чисто слышал. Так, Инстаграм заканчиваем, потому что он заканчивается связь. Ютуб и Фейсбук еще отвечу на ваши вопросы. В шапке профиля ссылки на курсы, на младший курс есть ссылка, на старший курс. И в сторисах также загружу ссылку на музыку Сузуки. Это маленький практикум, но это очень полезная штука с точки зрения мотивации. Все, Инстаграм. Всем хорошего дня, на связи. Опять же, да, я напишу вам ссылку на курс. В курсе вы можете это все прослушать, и там же есть ссылка на вот эти вот сайты, где вы можете это проверять. Если вы собираетесь заниматься методом Сузуки, то это можно проверять. Все, Инстаграм закрываю и переходим к Ютубу. Так, Ютуб, подождите секундочку, сейчас я сохраню этот эфир, для того, чтобы он не пропал, и люди могли его послушать. И переходим с вами к вашим вопросам, которые вы задавали. Угу. Так, все. Добрый ранок всем. Инстаграм закрыли, идем дальше. Во сколько месяцев можно начинать давать прикорм? 6 месяцев. У вас в младшем курсе есть... В чем суть младшего курса? Суть младшего курса в том, что в нем есть полностью все. Физическое развитие ребенка первого года жизни, интеллектуальное, сенсорное, все, что связано с органами чувств, все, что связано с эмоциональным интеллектом, чувства, эмоции, доверие к миру, все, что мы формируем в обязательном формате в первый год жизни. Там же есть все про сон, про грудное вскармливание, про прикорм, про маму в декрете, почему мы расстраиваемся, почему у нас нет сил, почему там мы злимся на ребенка, что с этим делать, как находить правильное время на себя и так далее. И что еще забыла? Вроде все. И самостоятельность, самый главный пункт. Поэтому там есть рекомендации по прикорму, что когда вводить, как у ребенка сформировать желание кушать самому, а не просто толкать ребенку в рот еду определенную. Вот. И да, вы можете где-то за пару недель до прикорма в 6 месяцев давать ребенку нибблер с едой. Это помогает ребенку почувствовать вкус, определенный вкус продукта и приучать его есть самому, а не когда вы бегаете за ребенком и пытаетесь его накормить. Дальше, 7 месяцев стала высаживать на унитаз, не хочу горшок, есть ли минусы унитаза, и что горшок точно надо, как часто нужно высаживать. Значит, смотрите, ребенок в зависимости от того, сколько он пьет, он ходит в туалет либо каждые 20 минут, либо каждые 60 минут. То есть это зависит от того, сколько ребенок у вас пьет. Второй момент. Это хорошо, что вы приучаете ребенка с раннего возраста высаживаться. До 1,5-2 лет это все равно будет выглядеть так. Мама подловила. То есть, глобально говоря, ребенок не понимает еще мозгом вот эти ощущения внизу живота, что я хочу писать или какать. Но это хорошая привычка, которая приучает ребенка к тому, что, ну, опять же, горшок не страшно или унитаз не страшно, за попу не укусит, садиться можно, безопасное место. Почему все-таки нужно приучать, и в том числе и к горшку, да? Потому что горшок перед сном ребенок должен ходить на горшок. После сна ребенок должен ходить на горшок. То есть он у вас идет спать, он сел на горшок, пописал и ложится в кровать. Он у вас проснулся, увидел горшок, сел, пописал и пошел гулять дальше. То есть в дальнейшем горшок в комнате, в спальне ребенка, он вам даст больше удобства и больше свободы. Но унитаз тоже хорошая тема, то есть к унитазу тоже можно ребенка приучать и разнообразить. Если ребенок в 3,5 месяца руками берется за родительские пальчики, подтягивается и при этом пытается сесть, не повредит ли это позвоночнику? Садиться? Нет, нельзя. Конечно, нельзя ребенку садиться. В младшем курсе, пожалуйста, смотрите внимательно мануальные навыки, а также вы должны понимать, на каком этапе что нужно давать ребенку. Опять же, Инстаграм, дети, нижнее подчеркивание, гений. У вас есть в шапке профиля ссылки на курсы, либо можете написать в личку. В Фейсбуке точно можно написать в личку, вам ответят. Вот. А садиться нельзя, потому что есть такое понятие, как вертикализация. Спина вашего ребенка должна плавно подготовиться к вертикализации. То есть он сначала у вас лежит, потом он готовит мышцы спины, чтобы сидеть под углом 45 градусов. А потом, когда его спина уже окрепла достаточно, он уже сидит под углом 90 градусов. И вот это вот уже вертикализация. Да? Как только ребенок пополз на четвереньках, он начинает садиться на левое либо правое полупопие. И это вот уже он сам сел, сам завертикализировался. И это уже считается нормальным. Все, что до этого является напряжением на спину, и неокрепший позвоночник, не закачанный мышцами, потом будет иметь проблемы в школе, сколиоз, перекосы и все остальное. Поэтому нет, все должно быть в свое время.
7 месяцев начала типа ползать с 6, но она не быстро ползает. Ну, это нормально, что еще не быстро, она учится. Сделает пару движений, смотрит по сторонам, иногда снова подставляю руки, чтобы она почувствовала упор, и она поползла. Да, это нормально, что ребенок пока что учится делать это медленно, но тем не менее уверенно. Чи знайомі ви з картками АГУ для розвитку мовлення малят? Ну, наверное, карток багато, АГУ, не АГУ, есть карточки Глена Домана. Значит, смотрите, то, что вы должны помнить. Вот у Глена Домана есть хорошее направление, но есть и плохие. Вот, например, учить ребенка по методу Глена Домана читать вообще нельзя. Почему? Потому что ребенок запоминает полное слово «мама», «маме» и так далее, но он не может понять, что изменение одной буквы – это не такое же слово. То есть он как китайский иероглиф это запоминает, грубо говоря. Да? Поставите вы вместо «мама» «маме», и он уже не узнает это слово. Учить читать ребенка надо буква, слог, слово. Да? А не слово, и потом из чего оно состоит, Бог его знает. Поэтому в данной ситуации карточки, не знаю, АГУ, не АГУ, если они, на них написаны слова, то таким образом учить ребенка нельзя. Если там просто картинки Глена Домана, по которым вы запоминаете, окей. Но я вам не рекомендую грузить ребенка именно карточками и именно только в одном визуальном направлении, да, раньше 12 месяцев, потому что есть определенные моменты, которые ребенок должен пройти до этого. Лучше берите, если хотите развивать зрение ребенка, возьмите в младшем курсе проекта развитие зрения, развитие слуха. И вот ребенок, у которого хорошо развито зрение, слух и все остальное, такой ребенок у вас будет намного быстрее обучаться всему, да, он будет быстрее ловить через уши, через глаза и все остальное. Дуже дякую за ваші відео, за ваш курс. Ви неймовірна мама, жінка і вчитель. Захоплююсь вами. Дякую вам за зворотній зв'язок. Мені це дуже приємно, що у вас це виходить. Я дуже пишаюся всіма батьками, які займаються з дітками. Це дуже круто і вашим дітям дуже пощастило, тому що найголовніше відходить від нас. Якщо ми можемо мотивувати дитину, то вона буде робити все інше набагато простіше. Так, наче все. Розібралися з питаннями, наскільки я бачу, якщо все правильно. Тоді на зараз я закінчую ефір, і на цьому тижні ми ще 2 рази з вами зустрічаємося, тому не пропускайте, перепідписуйтесь між Фейсбуком, Інстаграмом і Ютубом, щоб ви зловили всю інформацію. Всім гарного дня, на сьогодні завершуємо. Пока!